Здравствуйте, уважаемые пчеловоды! Сегодня 13 апреля, такой прекрасный день. Сегодня солнышко светит, тепло. Такая же погода была и вчера. Вчера температура поднялась до 20 градусов тепло. Пчелы и облетелись и стали работать в поле. Без устали носили уже пыльцу. Но нектар еще, наверное, они не приносят. Его нет. Еще утро холодно, ночью холодно. А вот пыльцу они очень хорошо носят. Если посмотреть на литки, где пчелки, посмотрите. Ну, почти каждая пчелка с пыльцой. Они за этот период короткие. Вот за вчерашний день, за сегодняшний. Ну, посмотрите. Ну, это удивительно. Как и падают от тяжести. Какая у них трудоспособность у этих маленьких тружениц. Они работают и до вечера будут так работать. Вот, посмотрите, как пыльцу носят. Нужно за этот короткий период много и как можно быстрее накопить белкового корма. Но дело в том, что у них нет приноса нектара. Поэтому у нас вчера и сегодня работа была такая, чтобы вскрывать медовые рамки. И вот по прогнозам завтра уже плохая погода. Вот дело в том, что завтра уже будет холодно. Вот сегодня тепло. Если мы сегодня успеем до конца всю эту работу сделать, то есть посмотреть семьи, и там, где медовые рамки закрыты крышечками, мы раскрываем, пчелы переносят на другие рамки, в другие ячейки этот закристаллизованный мед, освобождаются ячейки с этих рамок. Уже есть место для работы маточки, и этот закристаллизованный мед они перерабатывают, носят в воду и переносят в те ячейки, где и в те рамки, где расплод, и создается иллюзия, приносится как бы извне нектара. И маточка интенсивно откладывает яйца. Сейчас мы покажем, как это мы работу эту сделаем. У нас утепление по-прежнему все стоит, чтобы тепло было. Литки у нас закрыты. Ну вот, у нас крайняя рамка. Обращаем внимание на крайнюю рамку. Я смотрю, что здесь они уже мед переработали. Сейчас посмотрим. Ну вот. Вот сколько пчел с пыльцой они уже укладывают. Вот немножко еще есть мед. Ну, можно эту рамку. И, в принципе, рамка переработана. Вот здесь медик сложен. Уже готовится рамка. Так, сейчас мы немножко вскроем. Вот немножко вскроем. Еще для того вскрывается мед, чтобы он не оставался на этих рамках. Они переработают. Если пойдет нектар, то этот мед закристаллизованный пчелы брать не будут. Они будут пользоваться свежим нектаром, а этот уже будут просто сверху запечатывать, они его не распечатают. И так останутся рамки. Ну, здесь вот хорошая. Здесь хорошая рамка. Они, пчелы, сами распечатали. Возможно, что я раньше распечатывал эту рамку. Можно посмотреть крайнюю. Еще я и так еще практикую. Вот хорошо с этими планками, что я отодвинул с планками все 5 рамок. Видите, планочки мне помогают отодвигать и не травмировать пчел. Вот здесь уже мед. Видите, мед закристаллизован.
Я сейчас стряхну этих пчел, чтобы их не травмировать. И вскрою этот мед. И мне пока достаточно для этой семьи. Завтра уже погода будет у нас плохая, нелетная, дождь пойдет, похолодает. И вот этот вскрывшийся мед они будут в гнезде перетягивать на другие рамки. И он не будет возбуждать пчел, как это сироп делает. Вот если я сиропу дал бы, то сироп бы провоцировал бы пчел на вылет в плохую погоду из гнезда за нектаром. А вот этот мед, который они перетягивают, он не создает им таких условий. И они не вылетают в поле на работу. Понимаете? Вот пчелы перерабатывают этот мед и в поле не летят. А интенсивно работают в гнезде. Ну, можно посмотреть крайнюю рамку еще. Есть ли мед? Вот видите, мед есть. То есть в этой семье меда достаточно. А пчел сколько? Вот семья сильная. Вот сколько пчел. Видите, что делается? И меда достаточно. Они его перерабатывают. Вот я немножко раньше вскрывал вот здесь. Но эту потом мы вскроем. Пускай поработают с тем медом. Ну вот видите, планочки еще для чего. Это мне задавали вопросы. Для чего вам планочки? Вот весной я говорил, что для зимы, для зимовки. Интересно, пчелка какая. Ну, иди туда, в гнездо. А вот весной мне смотреть семьи, они помогают. То есть я улочки не раскрываю, я могу передвинуть их. Планочки мне помогают в этом. Садятся на меня. И планочку, улочку закрыл. Видите, как неудобно. И я закрываю внизу. Ну, сейчас посмотрим еще одну семью. Смотрим дальше. Мы вот так каждую семью будем смотреть. Утепление обязательно, как я говорил. И надо смотреть каждую семейку с мед. Так, ну вот здесь мед, видите, надо вскрывать. Вот мы его будем вскрывать. Эту рамочку. Я пчел встряхиваю. Вот, видите, надо вскрыть. Мед закристаллизован. Вот. Закристаллизован. В полете, в поле много пчел работает. Здесь остаются пчелки, которые работают и ухаживают за расплодом. Работают в гнезде. Ну, интересно, можно даже посмотреть, как там они работают. Можно и в гнездо внутри посмотреть. Здесь у нас медик. С этой стороны вот медик есть. С этой нет. Вскрыли они. Дальше смотрим. Насколько там много у нас. Ну вот есть расплод. Вот расплод. Закрытый. Ну интересно, яйца у нас. Вот яйца лежат. Вот докуда яйца лежат уже. Потеплело. Видите, маточка интенсивно. Вот почему я говорю. Яйца вот докуда лежат. Еще потеплеет. И они... Яйца маточка аж до низа будет ложить. А пока вот достаточно. Здесь уже личинки. Ну хорошо. Видите, сегодня 13 апреля. Пока идет все неплохо. Вот этим самым, что я скрываю мед, я уже раньше немножко вскрывал.
Сегодня, сейчас посмотрим дальше. Сегодня тепло, можно уже рискнуть и открыть, посмотреть. Вот. Так, яйца у нас, ну вот тоже, до сюда яйца лежат. Здесь выходят уже пчелки, вот видно выходит. Смотрите, выходит, вылупляю. А вот уже выходит пчелка, вылупляется. То есть вот этот расплод выходит. Почему я говорю, должны молодые пчелы заместить старых, это где-то к середину июля. Вот эти пчелки, они будут выходить и замещать старых пчел. Вот где-то из моего опыта к середину апреля вот идет это замещение. Потом начнется рост семьи. Уже надо будет расширять, подставлять сушь. Так, ну еще посмотрим. Всем, наверное, интересно. А здесь больше расплода. Здесь выходит уже, вот сколько вышло. Вот, и через 2-3 дня выйдут эти пчелки, вылуплятся. Так, у нас вот здесь уже яйца лежат. Вот, видите, сколько. Вот выходят пчелки. Вот эта вот площадь выйдут. А вот и маточка бегает. Видите, маточка ищет место, где ей тут тепло, не боится. Вот она ходит. Вот мои пчелки, дорогие. Пустим, не будем волновать. Вот она, маточка, ходит, чтобы ее не прижать. Надо аккуратненько мне. Ну, вот я сейчас планочкой закрою. Там будет сумеречно. Так, видите, и здесь сколько расплода. Вот расплод какой. И все это выйдет буквально вот через 2 дня. Вот как я и говорил. Через 2 дня и у меня заместят уже пчелки молодые, старых. И начнется рост, интенсивный рост, уже начнется рост семьи. И в этот уже момент можно уже подставлять сушь, расширять. И к 1 мая уже там... Ну, я смотрю, что там скрывать не нужно. Там мед почти вскрыт. Ну, там крайняя рамка потом скроется. Все, не будем скрывать. Передвигаем. Вот для чего мне и планочки нужны. Передвигаем, все. Так, ну-ка, выходи. Вот планочки мне весной помогают. Так, ходите. Закрываем. Ну вот посмотрели мы одну из семей, посмотрели. Уже потеплело. Можно было посмотреть. Посмотрели, как она развитие идет. Вот я вам объясню. Так что, ну вот так. А пока наша задача, чтобы маточка интенсивно откладывала яйца. Вот что я хочу вам донести, мои уважаемые подписчики. А для этого, ну, есть разные способы. И интенсивно, чтобы заставить пчел интенсивно вот работать, заставлять маточку откладывать яйца. Можно давать сироп, можно комбинировать сироп с пергой, там, с пыльцой, можно какие-то добавки делать. Но я именно делаю так, поэтому я свой опыт вам показываю, рассказываю, как я делаю. У меня вот получается, к 1 где-то числах мая у меня уже сильные семьи, я могу делать отводки. Я перепробовал разные способы, но вот на этом остановился, что мне так проще. Каждую рамочку вскрывать, у меня не остается этот закристаллизованный мед, в гнездах он не остается. Они его перерабатывают, и все рамочки как бы заново начинается в ячейках свежий нектар приносят. Если я его переношу в отводки, то там нет закристаллизованного меда. А как бы свежий мед уже свежими ячейками запечатан, переносится. Ну и вот так далее. Пока до свидания. Заходите на мой канал, подписывайтесь, будьте здоровы, всего вам хорошего.